Снег лежал толстым ковром на сибирской тайге, и тишина казалась такой же древней, как сама земля. Но в этом безмолвии шевелился воздух. От каждого шага Маргарет крошечный вой ветра казался ей шепотом прошлых лет. Ее обветренная рука крепко держала трость, как на расстоянии руки от давно забытой тропы, по которой она когда-то прошла полмира, спасаясь от боли и войн, которые несло в себе время. Лес выдыхал холод. Заснеженные ветви гнулись, будто слушали, как Маргарет выдыхает и снова держит дыхание, не двигаясь ни на дюйм. Из-за белого полотна леса появился тигр, огромный, оранжево-черный, с темной лентой полос, и он двигался так же спокойно, как расправлялась тишина вокруг. Белая мгла кружилась у его лап, следы его когтей оставляли на снегу длинные чернильные штрихи, но зверь не думал пронзать тишину силой. Он смотрел на Маргарет своими янтарными глазами с легким искорком памятью. Маргарет знала, зачем он здесь. Не для того, чтобы увести ее в холодную тьму или сыграть с ней в охоту. Ей долго пришлось ждать такого взгляда. Не агрессии, не страха, а узнавания. Она не улыбнулась и не отступила. Она просто подняла трость перед собой и прошептала: «Мороз». Триггером стала отметина на лбу тигра. Звезда, четкий, заметный узор, который она нарисовала его пальцами в детстве, когда он еще был слабым и беспомощным существом рядом с ней в реабилитационном центре. Те же линии, что врывались в ее память с детства, теперь были на его лице. Знак того, что она когда-то спасла его от смерти и что между ними проложен невидимый мост доверия. Охрана приближалась, их лица были напряжены от страха и гнева осознававших свою беспомощность людей. Они схватили оружие, но в позе пожилой женщины, стоящей на краю пропасти между жизнью и смертью, что-то остановило их. Они чувствовали, что этот момент не просто встреча человека и зверя, а встреча эпох. Маргарет не думала о них. Ее мысль была занята прошлым. Воспоминаниями, которые не давали ей забыть того, что случилось 24 года назад, и того, что случится снова, если она не вмешается. Она вспоминала, как в Лондоне мир пытался забыть о войне, а она о Фросте, маленьком тигренке, который дышал еле-еле в реабилитационном центре, где она была волонтером. В соседний мир Маргарет вернулась, когда она нажимала кнопку телевизора на старой деревянной тумбочке ее дома престарелых. Шум классической музыки, новые технологии дома, все вокруг казалось чуждым и далеким. Но когда на экране появился фильм о Сибири, она мгновенно нашла себя среди заснеженных просторов на экране, где взрослый сибирский тигр носил на лбу похожую звезду. Она заплакала, слезы текли по ее щекам, словно из нее выскакивали забытые слова и забытые обещания. «Фрост», — прошептала она, и это имя, как нота в песне, зазвенело в памяти. Ее 10 лет добровольной жизни в полевых госпиталях во времена войны никак не могли изменить то, что она чувствовала к той младшей душонке, которую она спасла. Телевидение и звонок внучки, Дженнифер, стали для Маргарет мостами между двумя мирами, прошлым и настоящим. Она попросила у Дженнифер помощи, встать на ноги и снова отправиться в Сибирь, чтобы увидеть Фроста в свободе, чтобы снова держать его за лодыжку судьбы, как когда-то держала его за дыхание жизни в реабилитационном центре. Дженнифер удивилась и сомневалась. В конце концов, война и холод зимы кажутся нелепыми и опасными для старых костей, но Маргарет удерживала свое намерение. Она обещала Фросту вернуться. История Фроста – это история верности, которая растет из боли и терпения. Является ли она сказкой? Возможно. Но для Маргарет слово «обещание» имеет запах теплого бульона, которым она поила тигренка в первые дни его слабого дыхания,
и запах чая, который Виктор Петров, директор заповедника, прятал под бородой во время долгих разговоров у камеры. Дженнифер явилась в дом престарелых и увидела там фотографии и документы, которые подтверждали слова Маргарет. На стенах висели фотографии Фроста с отметиной звезды на лбу и документы о ее 6-месячном волонтерстве в центре реабилитации. Маргарет показывала фотографию Фроста и рассказывала, как он был на краю гибели от пневмонии. Она рассказывала, как она спасла его, как он спас ее, как одна маленькая искра стала огнем, который зажигает небо в ее памяти. И вот они решили ехать в Сибирь. Путь был изнурительным. 3 перелета, 2 пересадки, таможенный досмотр, ночи без сна, холод, ветер и снег. Но Дженнифер держала бабушку за руку, как держит руку музыканта, когда он идет на сцену. Они прибыли к заповеднику к закату. Виктор Петров, директор заповедника, удивленно посмотрел на Маргарет, на человека, который вернулся спустя годы, чтобы увидеть, как Фрост жив. Но правила строгие. Посторонних здесь не принимают, и визионерские обещания здесь не работают. Однако Маргарет рассказала Фросту и Виктору, что она обещала Фросту вернуться, увидеть его снова свободным и диким. Слышался рев тигра, сильный и глубокий, словно голос самой лесной памяти. Виктор настаивал на том, чтобы она уезжала. Риск для ее жизни. Риск для всех. Дженнифер просила позволить бабушке увидеть тигра издали, хотя бы на мгновение. Маргарет знала, что этот момент должен случиться, и что риск оправдать стоит. У нее был опыт войны и жизни на краю пропасти. Она знала, что иногда промедление стоит больше жизни. Маргарет и Дженнифер остановились в гостевых апартаментах резервации, чтобы пережить ночь. Утро пришло очень быстро. Виктор посмотрел на нее через планшет. На экране были изображения тигров. Он показал ее Фроста, чтобы она убедилась в идентичности. Маргарет узнала Т-17, старого прагматичного самца с призраком на территории северной части заповедника, который вел себя как тень с чужими зрачками. Это был тот самый зверь, с которым ей предстоит столкнуться. Маргарет убедила Виктора пойти на риск. Она хотела увидеть Фроста хотя бы на расстоянии. В этот же вечер в тишине ночи она вышла из гостевых апартаментов и прошла к лесу. Ночные ветра как будто шептали ее имя. Дженнифер пошла за ней, тревожно следуя по следам, пока Виктор и команда рейнджеров собирались у дверей, как набат, звучащий в сердцах. В лесу не было света, кроме слабого огня звезд. Фрост казался призраком, словно он ждал ее в глубине леса, где стены из голубых теней и золотистого рассветного света могли держать любого. Она шла к нему, насколько позволял ее возраст и слабость. Трость тяжелой стала символом обещания, которое она держит в руках. «Я вернусь, Фрост. Я вернусь, когда ты станешь свободным и необузданным». И вот они встретились. Фрост вышел из тьмы, и его глаза, как всегда, искрились памятью. Маргарет не дрогнула. Тигр все же был дикой силой, способной развернуть землю, если он посчитал нужным. Но она подошла ближе и, не сближаясь слишком близко, поставила трость на снег и сказала тихим голосом: «Фрост, я вернулась, как и обещала». Трость неловко прошла между зубами тигра, не причиняя боли, и этот жест стал началом новой сцены, где были не только страх и опасность, но и доверие. Фрост подошел ближе и улегся рядом с ней на камень у поляны. Он мурлыкнул, звук, который больше не был стоном боли, а признанием. Маргарет погладила его по голове, чувствуя, как снимаются тяжести лица и груди, прошлое, которое она уносила в себе столько лет,
стало чем-то похожим на дыхание природы, которым она могла управлять. Но рана на плече Фроста, рана от пули, не давала ему забыть ожоги прошлого. Она заметила ее, когда ветер донес запах крови. Рана оказалась глубокой и инфицированной, и Виктор, увидев ее, согласился на лечение. Маргарет вспомнила, как она когда-то была медсестрой в горячем полевом госпитале во время войны. В ее руках была сила, которую можно держать только сердцем, потому что руки — это инструмент, но сердцем — это причина. Она начала лечить рану без лекарств, но с помощью того, что знала лучше всего, знаний о том, как успокоить животное, как позволить ему нуждаться и верить, что все будет хорошо. Она говорила Фросту тихими, уверенными словами и аккуратно промывала рану, нанося мазь и аккуратно накрывая повязкой. Ее руки были твердыми и уверенными, не из-за силы, а из-за долгого опыта и любви. Рейнджеры наблюдали за каждым ее движением с удивлением. Они видели, что рана не просто медицинская задача, но еще и эмоциональная. Фрост не элегантно, но уверенно принял ее уход. Он позволял ей лечить его, хотя в сумраке ночи был страх и осторожность. И когда Маргарет легла рядом с ним в загоне, чтобы он чувствовал тепло ее тела, он принял ее как часть своей новой жизни, и он стал спокойнее. Через недели, месяцев отношения между ними менялись. Фрост стал весить почти 90 фунтов, и к 8-му месяцу стал слишком большим для реабилитационного центра. Его решили выпустить в охраняемый заповедник под наблюдением рейнджеров. Маргарет провожала его до последних шагов в загоне и в ночь перед освобождением пообещала себе: вернется, когда Фрост станет свободным и необузданным, без цепей и ограничений. Она знала, что некоторые обещания стоит давать, даже если их выполнение кажется маловероятным. Закончив лечение, Маргарет вернулась в свою жизнь на станции. Виктор и его команда решили удержать ее до конца, предусмотрев возможность ее временного проживания и участия в исследовательской программе. Фрост стал частичкой станции. Он посещал ее, оставлял лужи запаха, отмечал территорию и появлялся каждый день, будто возвращался к своей памяти. Так началась новая стадия их жизни. 3 зимы на станции, где Маргарет делилась своим знанием жизни тигра и своей памятью с будущими рейнджерами, учила их распознавать знаки тигриных троп, объясняла, какие следы означают какие чувства и как понимать дыхание леса. Ее имя стало легендой в заповеднике, потому что она доказала, что любовь может преодолеть границы между людьми и диким миром. Однажды, в последний вечер, Фрост поднялся на крыльцо заповедника и прижал к колену Маргарет, словно благодарность за верность и привязанность за эти годы. Фрост лизнул ее руку. Акт доверия и дружбы. Маргарет ответила ему улыбкой и тихим словом: «Спасибо, мой друг». После того, как Фрост стал частью жизни на станции, Маргарет вернулась в Англию. Дженнифер купила ей уютный коттедж на окраине города, где в доме всегда пахло свежим чаем и памятью о Сибири. В коттедже было много фотографий Фроста на стенах, на стеллажах, на видном месте на камине. Однако время не щадило ее нище. Она прожила до 87 лет, многие годы посвященные памяти Фроста и его благородной свободе. И вот в день ее кончины она держала в руке фотографию Фроста, которая была одним из ее самых ценных сокровищ. Ее глаза были открыты, но в них мерцал огонь прошлых лет, той жизни, которую она выбрала и которой посвятила себя без остатка. Фрост умер рядом с наблюдательной станцией, и их души, как говорили люди, продолжали гулять вместе в лесах. Маргарет умерла спокойно, ее лицо распахнули спокойствие и свет,
и она исчезла так же бесшумно, как пришла, с памятью о Фросте на сердце. Ее похоронили в Англии вместе с фотографией Фроста, как символ их долгого пути и вечной дружбы между человеком и диким зверем. И когда наступали весна за памятью, люди говорили, их души гуляют по лесам, потому что легенда о Маргарет и Фросте обретала новое дыхание, словно дыхание ветра в снегу. Их история стала не просто сказкой о спасении, но и доказательством того, что любовь и честность способны пройти через века и пересечь границы природы. Легенда о призраке. Т-17, тигре, который держит север заповедника Тау, стала еще более живой и трогательной для тех, кто помнит Маргарет и ее трость, которая была символом обещания, а теперь ключом к памяти. И если вы когда-нибудь идете по заснеженной тропе в Сибири, где белый снег кажется чистым и бесконечным, прислушайтесь к ветру. Возможно, там снова слышится шепот Бейкова: «Маргарет вернулась». Возможно, вы почувствуете, как холод зимы обнимается теплым дыханием, и вы услышите тихий мурлык Фроста, когда он идет по следам своей памяти и вспомнит ту фигуру в оранжево-черной шкуре, что однажды спасла ему жизнь и стала его навсегда. Потому что в сердце реки памяти и лесной тишины есть место и для человека, и для тигра, и там они встретились снова, и там их история продолжается, как две струны одной и той же песни, которую они пели на краю света и которую никто не может оборвать.